Самые огромные насекомые в мире. Что делать, если вы их встретили? Когда речь заходит о жучках, на ум приходят маленькие, едва заметные создания. Однако порой эти представители фауны способны удивить нас яркой окраской и уникальными особенностями строения. Сегодня я покажу вам топ самых огромных насекомых в мире. Поехали! Самый известный из жуков оленей — Луканус цервус, который является крупнейшим жуком на Земле. Длина его тела достигает 3,7 дюйма, включая рога, которые составляют значительную часть этого размера. Его можно встретить в южных регионах и средней полосе, где он предпочитает обитать в широколиственных лесах и на старых лесных участках. Эти насекомые предпочитают трухлявую древесину, избегая твердых хвойных деревьев. Жуки-олени обитают в разных частях света — в Восточной Европе, России, Азии, Северной Африке. Люканус цервус занесен в Красную книгу, так как встречается в ограниченных местах и образует небольшие колонии. Эти жуки отличаются отличными летными способностями и способны преодолевать расстояние до 10 тысяч футов в воздухе. Окраска жука-оленя — это классический лесной стиль, коричневый с характерным глянцевым блеском хитинового панциря, хотя иногда встречаются экземпляры полностью черного цвета. Жук-голиаф — один из крупнейших представителей насекомых на планете. Длина тела самцов может достигать 4,7 дюйма, а самки несколько меньше — 315 милей. В природе существует 5 видов жуков-голиафов, но все они схожи по внешнему виду. Тело этих насекомых обычно черного цвета, однако встречаются и особи с белыми оттенками. Голиафы не боятся практически никого, что неудивительно, ведь их внушительные размеры и вес около 3,5 унций 100 граммов, а иногда и до 3,9 унций 110 граммов, внушают уважение. Чтобы полететь, жуки разогревают свое тело до 95 градусов по Фаренгейту, что занимает у них некоторое время. Для восстановления энергии жуки активно питаются фруктами и соками, предпочитая сладкие продукты. Эти насекомые наслаждаются обильным кормом, который помогает им поддерживать свою активность. Жуки-голиафы обитают в Юго-Восточной и Экваториальной Африке. Оленерогий крупнозуб Macrodontia cervicornis, принадлежащий к семейству усачей, является настоящим гигантом среди насекомых. Оленерогие крупнозубы существуют уже 145 миллионов лет и в основном обитают в Южной Америке, включая такие страны, как Перу, Бразилия, Гвинея и Боливия. Средняя длина самцов составляет около 5,5 дюймов, в то время как самки немного меньше, в среднем 4 дюйма. Однако ученым удалось зафиксировать экземпляр длиной в половину фута, что делает этот вид одним из крупнейших среди жуков на планете. Тело Macrodontia cervicornis имеет плоскую и широкую форму, покрыто мягкой кожей. Голова представляет собой цельную капсулу. Основной окрас жука — коричневый. Самцы и самки этого вида заметно отличаются друг от друга. Брюшко самок массивное и широкое, что связано с функцией откладывания яиц, в то время как у самцов брюшко более заостренное. Кроме того, самцы имеют более длинные усы и хвосты, чем самки. Титанус гигантеус, признанный самым большим жуком в мире, достиг официально зарегистрированного размера 8,7 дюйма. Однако в последние годы все чаще встречаются экземпляры меньших размеров. Этот жук обладает коричневым окрасом тела, но иногда встречаются особи с бурым, металлическим или даже белым оттенками. Такие изменения в расцветке объясняются адаптацией к условиям среды, в которой они обитают. Уссурийский реликтовый усач Callipogon relictus занесен в Красную книгу, что связано с угрозой исчезновения этого вида, вызванной вырубкой лесов и санитарной обработкой лесных угодий. На территории России этот жук считается самым крупным представителем своего рода, с длиной тела самцов, достигающей 4,3 дюйма, а самки несколько меньшие — от 2,3 до 3,5 дюймов. Его ареал ограничен преимущественно Амурской и Приморской областями, Хабаровским краем и Еврейской автономной областью. Также его можно встретить в КНДР и северо-восточном Китае. Callipogon relictus — крупнейший представитель семейства жесткокрылых. Жук имеет удлиненную форму тела, что делает его усики короче, чем у других усачей. Глаза у него расположены близко к темени, а верхние челюсти короче нижних и не покрыты волосками, что также отличает его от большинства сородичей. Продолжительность жизни этих жуков составляет всего 15-30 дней. После того, как самка откладывает яйца, оба партнера спускаются на землю и погибают, завершив свой жизненный цикл.
Жук-слон — крупное насекомое, относящееся к отряду жесткокрылых. Самцы могут достигать длины от 2 до 5 дюймов, в то время как самки несколько меньше, их длина не превышает 3,2 дюйма. Тело жука покрыто мягкими волосками желтоватого оттенка, а самец выделяется наличием большого рога на голове и 2 меньших рогов на предспинке. Этот жук предпочитает обитать в вечно зеленых лиственных лесах Центральной Америки. Жук-слон — хороший летун и в поисках пищи может преодолевать большие расстояния. Он активен преимущественно ночью, а днем предпочитает отдыхать. В своей диете жуки отдают предпочтение соку деревьев, рутовых растений, а также с удовольствием поедают прогнившие тропические фрукты, такие как бананы и ананасы. Кроме того, жук-слон обладает удивительной способностью поддерживать оптимальную температуру тела даже при похолодании, что делает его еще более уникальным в мире насекомых. Гигантский уэта относится к крупным прямокрылым из семейства Аностостоматидае. Это насекомое обитает исключительно в Новой Зеландии и входит в десятку самых тяжелых насекомых на планете. Его вес колеблется от 308 до 463 гран, а длина тела может достигать 3 дюймов, не учитывая лапок, с которыми общая длина увеличивается на 1,5 дюйма. Внешне гигантский уэта напоминает кузнечика, но с характерным пивным брюшком. Окрас у него светло-коричневый. В случае угрозы насекомое не убегает, а напротив использует свои мощные лапки, чтобы отбиться от врага, нанося удары, способные проткнуть его насквозь. Рацион гигантского уэты состоит из листьев и семян различных растений. В неволе эти кузнечики также с удовольствием поедают спелые фрукты и овощи. К тому же они обладают стридуляционным аппаратом, с помощью которого издают своеобразные звуковые сигналы. Жук-атлас. Жук-атлас Chalcosoma atlas — один из крупнейших представителей насекомых, встречающихся в Юго-Восточной Азии и Малайзии. Самцы достигают впечатляющих размеров, свыше 5 дюймов в длину, и отличаются от самок своими характерными признаками. У самцов есть небольшой рог и пара выростов на предспинке, что придает им особую внешность. Эти жуки ведут ночной образ жизни, а днем отдыхают. Обитают они преимущественно в тропических лесах. Атлас — долгожитель среди насекомых. Взрослые особи могут жить от 6 до 12 месяцев. Личинки развиваются в течение 1-1,5 лет, живя в субстрате, где строят коконы и окукливаются. Жуки-атласы являются не только гигантами, но и важными элементами экосистемы тропических лесов, играя свою роль в процессе разложения растительности и питаясь различными органическими материалами. Жук-геркулес — один из крупнейших представителей семейства пластинчатоусых, который впечатляет своими размерами. Официально зафиксирован максимальный размер самца, который достигает 6,7 дюйма 171 мм в длину, а самки обычно немного меньше, до 3 дюймов 80 мм. Тело жука покрыто редкими рыжими волосками, а его крылья длиной до 8,6 дюйма производят сильное впечатление. В полете жук кажется еще более величественным. Голова и предспинка геркулеса черного цвета, а окрас надкрылий может варьироваться в зависимости от влажности окружающей среды, изменяясь от оливково-бурого до бледно-желтого. Иногда встречаются жуки с необычным голубовато-серым оттенком надкрылий. Этот гигант обитает в Южной Америке, но его можно встретить и в центральной части континента. Продолжительность жизни взрослого жука составляет от 3 до 6 месяцев, хотя в некоторых случаях она может быть и дольше, в зависимости от условий окружающей среды. Если самец не успел оплодотворить самку, его жизненный цикл может продлиться до 12 месяцев. Австралийский гигантский палочник Dryococcelus australis — одно из самых необычных насекомых на планете, не в последнюю очередь потому, что еще 95 лет назад его считали вымершим. Этот жук по праву носит титул самого длинного насекомого Австралии. Официально зарегистрированный размер австралийского гигантского палочника составляет около 5 дюймов в длину и 6 дюймов в ширину, что делает его настоящим гигантом среди своих сородичей. Первый раз его обнаружили на острове Лорд-Хаус в 1788 году. Однако к 1917 году насекомое считалось вымершим, так как с приходом человека на этот остров многие местные виды были истреблены. Но в 2001 году 2 австралийских натуралиста обнаружили небольшую колонию этих жуков, состоящую всего из 24 особей на одном кусте. Эти насекомые, по всей видимости, ждали энтомологов, чтобы вернуть себе шанс на выживание. Интересно, что в природе у этого палочника нет естественных врагов, за исключением человека, что делает его уязвимым в условиях современного мира.
Водяной клоп, относящийся к семейству Белостоматиdae, это насекомое, которое часто ассоциируется с дикой природой, а не с домашним вредителем, как многие другие виды клопов. Эти клопы обитают в небольших водоемах, таких как пруды, реки и ручьи. В мире существует около 140 видов водяных клопов, и большинство из них обитают в теплых странах, хотя некоторые виды адаптировались и к холодным климатам, например, на Дальнем Востоке России, где они проводят зиму подо льдом, зарывшись в ил. Размеры водяного клопа могут впечатлять. Его длина составляет от 3 до 5 футов. Но встречаются и экземпляры длиной до 6 дюймов. Тело клопа темного цвета с характерными узорами на спине. Он обладает обтекаемой формой и 6 ногами. Лапы этих насекомых функционируют как весла, помогая им эффективно плавать. Органы чувств водяного клопа расположены на ногах. С их помощью он определяет глубину воды и чувствует колебания, что помогает ему ориентироваться в водоемах. Жук-скоробей — это одно из самых известных насекомых благодаря своей уникальной привычке катить шарики из навоза и, конечно же, фильма «Мумия». Эти насекомые, относящиеся к подсемейству навозников, могут перемещать свои шарики на большие расстояния, часто с востока на запад, что стало их отличительной чертой. Интересно, что жуки всегда катят навозный шар в одном направлении, и ученые предполагают, что это связано с ориентацией по солнечным лучам или магнитному полю Земли. What? Размер взрослого скоробея достигает 1,5 дюймов, хотя в природе встречаются и более мелкие особи, до 0,08 фута. Цвет тела жука обычно черный, а у молодых особей он имеет матовый оттенок. На голове скоробея расположен лобный выступ с 2 глазами и наличником, который оснащен зубами. Эти жуки обитают в Африке, Египте и Западной Европе. В России скоробеев можно встретить в Дагестане и Крыму. Однако их размеры здесь значительно меньше, чем у тех, что встречаются в Египте. Bro, what are you talking about, man? Взрослый жук живет до 2 лет в умеренном климате. Зимой они не впадают в спячку, а продолжают жизненный цикл, зимуя в норах. Таракан-носорог, также известный как роющий таракан, обитает в тропических лесах австралийского острова и является одним из крупнейших и самых тяжелых насекомых в мире. Взрослый таракан весит около 540 гран, а его длина может достигать 3 дюймов. Это насекомое известно своей продолжительностью жизни. Некоторые экземпляры могут жить до 10 лет. Несмотря на устрашающий вид, тараканы-носороги иногда становятся домашними питомцами для энтомологов, которые ценят их за уникальность и редкость. Come on now, dog. Тараканы-носороги — социальные насекомые, которые живут колониями, в которых может насчитываться до 100 особей. Они роют свои убежища на глубине 6-12 дюймов под землей, под слоями листвы и валежника. Эти укрытия служат не только местом для проживания, но и источником пищи, так как листья и древесный мусор составляют основную часть рациона этих насекомых. Наша планета наполнена множеством удивительных насекомых, с которыми человек может встретиться в самых разных уголках мира. Хотя крупнейшие жуки планеты не представляют угрозы для людей, путешествуя в экзотические регионы, стоит заранее ознакомиться с местной фауной. Это поможет избежать неприятных ситуаций. Такой подход поможет вам наслаждаться путешествием, при этом обеспечив свою безопасность и уважая природу. А пока, друзья, я хочу сделать вам интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота. Ссылка в описании. На сегодня это все. Спасибо за просмотр.